Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в сегодняшнем видео мы ответим на такой интересный вопрос, как земля Санникова. Дело в том, что уже 200 лет существует легенда о том, что в Северном Ледовитом океане существуют неоткрытые земли, которые впервые обнаружил в 1810 году Яков Санников. Он на Новосибирских островах добывал мамонтовую кость, охотился за зверем. И так как он был не только охотник, но и первооткрыватель новых земель, он увидел обширные земли к северу от острова Котельного. По его словам, над морем поднимались высокие каменные горы. Вот уже прошло больше 200 лет, но факт о том, что он видел эту землю, остался, но никто не может найти эту часть суши. Я же в этом видео предлагаю собрать все факты, которые позволят нам точно ответить, что подобная часть суши существует, и даже показать, почему ее не смогли найти многочисленные исследователи, и как ее найти и увидеть в нашем современном мире. Друзья, спешу поделиться с вами отличной новостью. Несколько дней назад производитель синтезита, которым я пользуюсь уже давно для поддержания энергии, выпустил лимитированную новинку – синтезит гастроформа. Это порционное саше для поддержки пищеварения. В составе только рабочие компоненты: инулин, глутамин, имбирь, артишок, солодка и капсула синтезит, которая усиливает восстановление слизистой и нормализует работу ЖКТ на клеточном уровне. Без сахара, без агрессивных стимуляторов, без привыкания. Разводится в воде, действует быстро и мягко. Синтезит гастроформа помогает снизить вздутие, улучшает отток желчи, восстанавливает микрофлору и возвращает комфорт после еды. Саше удобно брать с собой. Один пакетик, один прием в день. Гастроформа – лимитированная партия, так что если хотите наконец избавиться от проблем с пищеварением, успевайте. Я себе уже заказал. Ссылку оставлю в описании. Так что можно сказать, что мы сейчас соберем все данные и покажем, что подобная земля существует, потому что кроме самого Санникова, еще Эдуард Толь тоже нанес на карту землю, так называемую землю Санникова, и произошло это уже в 13.08.1886 года, то есть прошло практически 80 лет, пока была произведена повторная экспедиция, и эта земля была нанесена на карту. Но сам Толь на эту землю сразу не попал, и пришлось повторять экспедицию, которая прошла уже в начале 20 века, в которой этот Эдуард Толь в результате и погиб. При этом не удалось раскрыть тайну земли Санникова. А в этом видео мы не просто станем на шаг ближе к раскрытию тайны, но я думаю, мы ее просто раскроем, что позволит очень легко найти не только эту землю, но и остальные, которые мы сейчас найти не можем. То есть у нас уже два есть независимых факта. Причем факта за прошедшие буквально 200 лет, когда люди видели эту землю, даже наносили ее на карты, но сегодня мы ее найти не можем. А как же дело обстояло в прошлом? Дело в том, что сегодняшнее развитие информации позволяет нам найти многочисленные карты прошлого, которые, обратите внимание, показывают о том, что в Северном Ледовитом океане есть гигантские земли. И в интересующем нас районе присутствует даже перешеек, который соединяет континент с северным полюсом, то есть с Дарией, в легендах славян она так написана. То есть эта карта 1492 год, глобус Бихаима Мартина, и на ней не просто есть Дария, но даже перешеек, как раз в том месте, где мы ищем землю Санникова. То есть это обращает внимание на то, что люди знали чуть-чуть больше, но даже в конце 16 века перед вами карта 1587 года. И на ней мы тоже видим, что, во-первых, на Северном полюсе есть гигантские земли, и есть даже переход из континента на одну из частей Дарии, как ее называли славяне. И как раз этот переход, кстати, в том районе Новосибирских островов современных, в районе земли Санникова, который никто не может найти. То есть
Карты прошлого подтверждают о том, что в этом месте была суша, были даже возможности перехода, может, временные какие-то возможности перехода, или какой-то своеобразный мост образовывался ледяной. Но факт остается фактом. Обратите внимание на этот переход из континента на Даарию. Он существует на многих картах фактически до начала 1600-х годов, потому что вот на карте Амстердама 1595 года она была перевыпущена, 1610 год. Мы видим множество, кстати, больших городов на севере России, в Северной Америке. Уже не виден перешеек между континентом и Даарией, но обратите внимание, по оконечности этой части Даария, где мы ищем землю Санникова, существуют горы, горы, горы. А о чем говорил Санников? О том, что он видел горы. Он на горизонте видел землю с большим количеством гор. И здесь эти карты подсказывают, что здесь большие массивы суши, которые раньше принимали даже за единый континент. Может, это так и было. Потом немножко все начало опускаться. Но присутствует гигантское количество гор. И так было до 1630 года, когда уже последние карты с подобными изображениями Даарии, горных массивов, которые очень близко приближаются к нашему континенту, как раз в том районе, где сейчас Новосибирские острова, и мы ищем землю Санникова. Для тех, кто не видел, после 1642 года это все пропадает, потому что происходит глобальная катастрофа. У меня на канале есть плейлист на глобальную катастрофу как раз середины 17 века, когда и Даария утонула, и полюс сорвала, и вообще там множество пострадали территории Северной Америки, Южной, Россия, Китай. То есть была практически глобальная катастрофа, которая стерла весь прошлый мир. Ссылки на эту плейлист в описании. Вы можете найти на моем канале в плейлисте. Ну, так и называется. Глобальная катастрофа 17 века. После этой катастрофы изменилась не просто карта Северного полюса, а вообще всего мира. Изменились очертания морей, океанов. И что мы видим? Что это, хоть это и изменилось, но данные об этом многократно повторялись, о том, что на Северном полюсе и зародилась жизнь. Перед вами иллюстрация из фильма телеканала «Культура» про землю Санникова. Ссылка, как всегда, в описании. Но в ней они показывают, что тот же Козьма Индикоплов в VI веке в трактате по космологии тоже утверждал про Северную Землю, где зародилась жизнь. И тоже они рисовали Даарию, то есть земли на Северном полюсе. То есть это не просто я придумал или там Меркатор придумал, то есть это было всегда, про это люди знали всегда. Только современники особо об этом не знают, но это говорит о том, что земли в Северном океане были. А мы в этом фильме как раз ответим, а почему же мы их сейчас не видим и как их найти, потому что они там присутствуют. Но широкой общественности про эту землю Санникова легендарную стало известно, на мой взгляд, благодаря публикации одноименного романа Владимира Обручева в 1926 году. Но факт в чем был основан? Факт был основан еще на том, что сам Обручев, он когда-то находился в геолого-географических экспедициях на севере Якутии, он дополнительно от местных жителей слышал о загадочной теплой земле далеко в Ледовитом океане. Там, по легендам, и какие-то народы даже переселялись на эту землю. Но факт остается фактом, что не только первооткрыватели там, русского географического общества, там, Российской империи, но и местные жители давно говорили о том, что в Северном Ледовитом океане есть неоткрытые земли, и туда и переселялись и какие-то племена с континента, и о том, что и первооткрыватели их видели. То есть фактов множество. А раз дело пошло, связанное с литературой, то грех будет не вспомнить рассказ «Дымный бог» о том, как пару скандинавов попало во внутренние полости Земли. Почему я использую так называемые фантастические рассказы? Потому что иногда невозможно дать правдивую информацию открыто, и ее называют фантастической для нас. Зато она имеет возможность выхода, и известно множество случаев в прошлом, когда фантастические романы оказались пророческими и просто описывали происходящие события. Поэтому мы возьмем за основу и этот материал, потому что он подсказывает нам, что земли там есть. Вот выдержка из этого тоже романа. «Олаф, проснись, я вижу землю». Там далеко впереди, прямо по носу, резко выдавалась в море линия берега. Берег уходил вправо, насколько хватало глаз.
Волны разбивались о песчаный пляж, изменчивой пеной, отступали и вновь накатывали, напевая многотонными громовыми раскатами песни глубин. На берегу зеленели деревья, кусты и травы. Но в этом рассказе путешественники отправились от земли Франца Иосифа к Северному полюсу и нашли новые земли. Ну, новые для нас. А вообще легенды об этих землях есть и в скандинавской мифологии. Почему это нам нужно? Потому что в том же рассказе «Дымного бога», а он соотносится и с рассказом первооткрывателей. Потому что побывав на островах Беннета, а это самый дальний остров в Северном Ледовитом океане, за ним фактически ничего нет, нам говорят. И эти люди еще 100 лет назад, побывав там, утверждали, что когда они находились на самом крайнем острове, они видели, например, как орел летел с юга на север. Куда может лететь орел, если впереди открытый ледовитый океан? А сокол, например, по их наблюдениям, только за один день летел с севера на юг. Стая гусей летела с севера на юг. То есть в Северном Ледовитом океане передвигаются птицы вообще, которым там-то и делать нечего. Откуда там орлы, соколы, куда летят гуси? Потому что, ну куда они могли, откуда они, с Канады двигаться к нам на юг, на север Сибири? То есть непонятно, что там делают птицы, которые кстати, для северных широт не особо-то характерны. Потому что расстояния гигантские, и до Канады ты не успеешь добраться. Солнце сядет, будет темно, и как лететь в полете, в темноте, как это может преодолеть там орел или сокол, это вопрос открытый. На это же обращал внимание и в рассказе «Дымный бог», который утверждал, что гуси постоянно летают не только на юг, но и на север же. А пролетают они Шпицберген и землю Франца Иосифа, и куда они направляются, непонятно. На это обращалось как раз внимание еще в рассказе «Дымный бог», которому тоже минимум 100 лет. Но еще нам интересно, что в рассказе «Дымный бог», когда двое скандинавов попадают на какие-то новые земли, которые находятся, по идее, в полой земле, они рассказывают о том, что они там встретили все неисчислимые виды птиц, которые и раньше встречались на земле, но сейчас считаются вымершими. То есть, если действительно существуют земли, какие-то переходные, которые предваряют вход в полую землю, то они же и могут служить как бы базой для перелетных птиц, которые попадают и внутрь полой земли, а потом возвращаются и к нам на землю. То есть это для нас может служить дополнительным материалом. Если у нас опять начнут появляться какие-то птицы, которые вроде бы как вымерли, а такие факты в современном мире отмечаются, то, скорее всего, они вышли из полой земли. Это тоже подтверждает еще больше факт. То есть мы предварительные земли сейчас рассматривал, как землю Санникова, но это нам поможет подтвердить и наличие и полой земли, и жителей полой земли. Плюс, когда двое скандинавов в этом фантастическом романе прибывают в полой земле, они видят гигантских животных по типу слонов. То есть слонов гигантского размера, они там описаны, что они ходят целыми стадами, они гигантские там, и их высота может достигать до 30 метров. То есть наш слон на земле около 4 метров, то есть примерно в 9 раз больше. Зачем я обращаю на это внимание, вот на этих птиц в этом рассказе, на этих слонов? А все потому, что на северных берегах Новосибирских островов найдены тысячи, может даже десятки тысяч костей животных. Животных теплолюбивых, типа слонов, каких-то даже тигров, птиц. То есть со стороны Северного Ледовитого океана находятся не просто тысячи, а десятки тысяч костных останков теплолюбивых животных, которые непонятно как там оказались. Вот именно за вот этими костями охотился Санников, который их вывозил и продавал. Почему? Потому что эти острова просто завалены гигантскими костными останками теплолюбивых животных. С северной стороны, которые были привнесены. Откуда? Там же Северный Ледовитый океан. Нам говорят, там не было никогда никакой земли. Или из Канады они принесены за тысячи километров от самой Канады. А я считаю, что, во-первых,
Раньше там были гигантские как раз площади в виде Дарии, где тоже жили живые существа, плюс полость земли, которая дает нам дополнительную воду для участия в наших потопах, которые непонятно откуда берутся такие масштабы наводнения, они берутся из того, что выходит вода, в том числе из-под земли, из пола земли, но она же и смывает за собой какую-то часть живых существ. Вот именно они с бывшей территории Дарии, с бывших земель, из пола земли и попали на северные части берегов Новосибирских островов, потому что больше им взяться просто неоткуда. Они там просто не должны находиться. А эти острова фактически раньше полностью состояли из костей. Эти кости как раз там добывались, отправлялись на материк и задорого продавались. Почему это все ценилось? Да и сейчас ценится. Ну, что интересно, те, кто были в районе предполагаемого местонахождения земли Санникова, они утверждают, что это место является источником многочисленных туманов. А это свидетельствует о том, что в этом районе присутствует какой-то гигантский источник тепла по типу суши. Да, потому что Северный Ледовитый океан, он хоть и считается теплее остальных, опять же, на мой взгляд, тепло выходит не просто из океанических течений, а как раз из полости Земли оно выходит, поэтому там океан более теплый, чем, например, то, что на Южном полюсе. Но как раз именно обследуя это место, этот район, они говорят о гигантских туманах, которые постоянны, многочисленны, и они являются тем, что холод встречается с теплом фактически. А что может выделять тепло? Суша. Кстати, это же самое и подчеркивается и в рассказе «Дымный бог». Прежде чем попасть как раз на ту землю, что я вам показывал, где они описывают, что мы попали там в землю, видим, насколько хватает глаз, горизонт, там все зеленеет, они описывают, что они ожидали встретить в этих местах Северного полюса пронзительный холод. Но в действительности погода была теплее и приятнее, чем на северном берегу Норвегии, где они были недавно, отправляясь в поход. Впереди, опоясывая слева направо весь горизонт, сгущался парообразный туман или дождевая взвесь, переходившая у кромки воды в густой черный цвет египетской ночи и белый вверху, как облако пара. Полоса тумана постепенно терялась из виду, смешиваясь с огромными белыми хлопьями падающего снега. Мы не могли знать, скрывает ли туманная полоса предательский айсберг или иную неведомую преграду, о которую разобьется вдребезги нас маленький шлюп, отправив нас в обоих водяную могилу, либо представляет собой обычное для арктического тумана явление из рассказа «Дымный бог». Почему я на это обращаю внимание? Потому что все, кто пытался найти землю Санникова, я еще раз повторяю, они сталкивались с многочисленными туманами и утверждали, что даже если бы в этих туманах буквально в метре от них была бы земля, они бы прошли мимо и не заметили. Вот что о чем это говорит. То есть это как бы элемент, который говорит, что там есть источник, гигантский источник тепла, и этот источник и создает эти туманы, ну и дополнительно скрывает эту землю. Все бы было ничего, вы скажете, ну сейчас же современные спутники, они все показывают. Так вот они как раз и показывают, что мы правы, что в Северном Ледовитом океане существует множество еще земель, которые считаются как бы неоткрытыми, и одна из них земля Санникова. Перед вами вырезка из ролика Кунгурова «Незамеченная сенсация возвращения Дарьи и Гипербореи». Ссылка, как всегда, в описании. В чем же суть? Суть в том, что люди, открывая Яндекс.Карты, которые еще не успели заретушировать, увидели, что Северный Ледовитый океан зеленеет. То есть в тех местах, где нет никаких вроде бы островов, никакой суши, расцветает зелень. И люди обращали внимание, и Кунгуров, о том, что происходит подъем, изменение рельефа, то есть возвращаются острова, поднимается суша, и все это приводит к тому, что мы можем стать свидетелями возвращения новых территорий, которые в прошлом были известны, потом утонули, а потом вернулись. Но я считаю, земля Санникова — это горы, как раз которые могут быть на высоте. Все это было бы, фантазией авторов, моей, там, Кунгурова, еще кого-нибудь, но... А что вы скажете о том, что официально, как я уже говорил в других роликах, увеличилась территория России совершенно недавно, потому что
площадь острова Яя, который был найден, составила 500 метров квадратных. Вот вам перед вами фото этого острова, который, как видите, зазеленел, то есть поднялся из глубин моря, зазеленел. То же, что мы видели на картах Яндекс, которые вроде бы как фейк, да это неправильно, да это вам показалось, но экспедиция показала, что дополнительная площадь этих островов, которые образовались в районе Новой Земли, составила 20 квадратных километров. Это официальная экспедиция, которая сообщалась. Она в ходе исследования определенных изменений только в одном районе, в районе лишь Новой Земли, было зафиксировано 15 изменений, которые потребовали внести корректировку в навигационные морские карты и руководство пособия для плавания. То есть это не просто фантазия наших авторов, но это уже официально подтвержденные факты о том, что из глубин моря поднимаются новые территории. А значит, горные массивы должны быть в первую очередь подняться, или как бы мы их снова должны заметить. То есть не все мы знаем в этом мире. Ссылки на материалы про Россия-24 с этим репортажем, где были найдены новые территории, как всегда, в описании. Но окончательно поставить в точку про существование земли Санникова мне помогла как раз иллюстрация и просмотр фильма телеканала «Культура» про землю Санникова, потому что они сами дали ответ, но не поняли этого. Ссылка на материал, как всегда, в описании. А какой же ответ они дали? Дело в том, что на 22 минуте 29 секунде они, описывая снимки из космоса по координатам Земли Санникова, дают такой вывод, который ученые как бы вынесли. На снимках из космоса Земли Санникова нет. И можно всем собраться и расходиться. Но, вот это большое но, которое все расставило по своим местам. Но есть тень от Земли с горами. То есть по координатам, где должна находиться Земля Санникова, фотофиксация дает пустое место. Море до моря. Но при этом же, рядом же, прямо же с этим местом видна тень на водной глади, которая сфотографирована, которая показывает горы и отражение горного массива на воде. Эти тени с Земли не видны, то есть с моря не видны. Они видны только из космоса. Так это все расставляет на свои места. Потому что с подобной технологией мы уже сталкивались, я вам ее показывал. Ссылка на материал в описании, в которой я показываю про Виманику Шастру, про то, как люди строили виманы в прошлом, про этот трактат, который считается изданным в 20 веке, но в нем описаны такие нюансы, которые характерны для нас сегодня. А что именно? С этим нюансом я столкнулся лично, поэтому могу его подтвердить. Главные секреты, которые должен знать пилот Вайтмана, это то, как маскироваться. И первый же секрет, это один из секретов, как сливаться с окружающим средой. И второй секрет, как окутываться дымом, облаками, туманами. То есть, существует ли Земля Санникова? Существует, но она находится под воздействием аппаратуры, который можно было бы назвать как шапка-невидимка или там туман тьмы, как вам больше нравится, так и называйте. Факт остается фактом. То есть территория существует, но на ней стоит устройство, которое ее визуально защищает со всех сторон. Единственное, что оно не удаляет определенные нюансы, например, как отбрасывание тени от солнца и префиксации с больших высот. То есть перед вами, например, иллюстрация волшебного зеркала, найденного в Китае. А волшебное оно тем, что попадание солнечных лучей с одной стороны, как здесь, оно приводит к тому, что виден рисунок с обратной стороны. То есть так называемые волшебные зеркала. Про них будет отдельное видео, но факты маскировки даже на летающих объектах известны. А замаскировать стационарный объект, причем с большим источником тепла, для цивилизации, которые, мягко говоря, выше нас уровнем развития, вообще не представляет никаких проблем. Может, это автоматическая система, которая там оставлена, а вот Санников и Толь увидели эти острова с Земли только потому, что там какие-то профилактические работы проводились, например. То есть
О чем это говорит? О том говорит, что не все мы знаем в этом мире. И, например, вот эти вот эффекты, которые мы видим тоже в небесах, когда ниоткуда появляются гигантские города, могут говорить о том, что мы не только Землю не увидим, потому что она скрыта подобными устройствами, но мы можем не видеть даже летающие целые города, которые мы только время от времени проявляются из-за того, что там идет какая-то профилактика устройств, которые скрывает эту систему, которые делает их неразличимым по отношению к небу, и что у нас еще масса загадок и под землей, и на земле, и над землей. То есть мы практически ничего не знаем, но технологии прошлого говорят, что это возможно. Ну, давайте сделаем вывод. Когда решается задача по открытию тайн прошлых цивилизаций, нужно учитывать то, что любая сверхразвитая технология для нас является магической или сказочной. И полагаться лишь на органы зрения или современные технические средства, на мой взгляд, не стоит. А нужно использовать все возможности, в том числе и косвенные. А это позволяет сказать, что земля Санникова, она же часть островов Даарии, которые не утонули, она существует. Но скрыто техническими устройствами, подобными, которые использованы в Виманах, описаны в древних текстах, которые используются для сокрытия как летающих объектов, так и стационарных. Поэтому мы ее не можем увидеть напрямую постоянно. Ну и на Земле еще множество подобных устройств, подобных мест. Так что пишите ваши оценки в комментарии. Бросайте материалы, которые подобной теме подходят, для того, чтобы развить эту тему. Ссылки на использованные источники в описании. Больше материалов на моем канале в плейлистах. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.